Привет, Гурам. Нашим подписчикам интересно узнать о тебе. И мне кажется, это лучше сделать в формате интервью. Ты не против? Привет, Саш. Нет, я совсем не против. Хороший кадр ты пропустил. На дороге как раз у девушки сломалась машина, и полицейский помогал ей поменять колесо. Ну ладно. Нет, я обожаю отвечать на вопросы. Я совсем не против. Как давно ты в Канаде? Дай подумать. Наверное, я не ошибусь, или ошибусь не сильно, если я скажу, что в июле будет 11 лет. Здорово. Как ты сюда попал? Хороший вопрос. Значит, попали мы в Канаду, я приехал сразу с семьей, и по прибытию мы сразу же в аэропорту получили вид на жительство, так называемый Permanent Residence. Приехали мы по программе провинциальной, сейчас они тоже, наверное, есть, но тогда была провинциальная программа через провинцию Манитобу, в которой мы прожили 4 года и, в принципе, не горели желанием оттуда переезжать. Просто так сложилось, что приехал мой друг из Онтарио, потом уже ставший мой друг, то есть сначала мы даже не знакомы были, он тоже из Грузии, было строительство, я начал там работать, и вот так вот потихоньку, и потом у него был объект здесь уже, где мы сейчас живем, в Kitchener-Waterloo. Меня позвал он фактически на этот объект, и вот мы потихоньку переехали. Но, как я и сказал, мы 4 года жили в Манитобе, да, в Манитобе, в Виннипеге, и приехали по провинциальной программе Манитобу. Давно ты в Онтарио? Если всего 11, 4 из них в Виннипеге, получается, что уже 7 лет, а неужели? Ну, как-то так. Чем ты занимаешься? Такие серьезные вопросы прям. Это точно не интервью для YouTube, а не допрос. Я шучу. Конечно, я с удовольствием расскажу, чем я занимаюсь. Я риэлтор. Это моя основная деятельность. Я помогаю покупать и продавать дома. Слава богу, я этим занимаюсь уже не первый год и не второй. Слава богу, значит, я получил достаточно знаний, и язык мне позволяет, значит, продвинуться немножко дальше, расширить горизонты моей деятельности. И сейчас я занимаюсь не только просто помощью покупки и продажи домов, да, но еще и инвестированием. Я сам не пытаюсь, а инвестирую. Совсем недавно добавлю, потому что это такая интересная тема, да, мне кажется, что всем будет интересно и, наверное, полезно знать, чем я занимаюсь, потому что слышать какие-то истории и советы от человека, который не понимает в чем-то, мне кажется, это неуместно. А так, зная, что я занимаюсь этим и этим, то люди, конечно, будут понимать, что я, наверное, как-то разбираюсь немножко побольше, чем regular Joe, как мы называем здесь. Недавно совсем я в строительстве был очень давно, то есть я вот прям с Виннипега уже начал. И до сих пор я это не бросал, это было периодически то больше, то меньше, но я не бросал это дело. Сейчас на данный момент у меня была компания, я работал на себя, но был субподрядчиком. Да? На данный момент я открыл еще одну компанию, которая занимается ремонтом, пристройками домов. Это residential. Я не специально использую английские слова, просто я настолько привык к ним, к терминам, что иной раз я не могу вспомнить русское слово или даже грузинское. Вот. И residential — это те дома, в которых живут люди, они не коммерческие или не многоэтажки, да? То есть мы сейчас не пытаемся, а занимаемся тем, что мы готовим дома на продажу, мы просто делаем ремонты людям. Это очень интересно, это очень, скажу так, стремительно все. Это очень
competitive, вот я не вспомню сейчас, может ты мне поможешь. Competitive это, ну, то есть большая конкуренция в этом бизнесе, да, как и, кстати, в real estate. Но в общем и целом, как и в недвижимости. Но в общем и целом я скажу так, что мне очень нравится, чем я занимаюсь, как мы развиваемся. Мне очень нравится вообще работать в Канаде и делать здесь бизнес. Я все-таки скажу, что я уже занимаюсь бизнесом и, на мой взгляд, на моем уровне довольно успешно. Опять же, как я себя оцениваю, немножко не скромно, но как бы реалистично тоже надо смотреть на вещи, да? Да. Мне кажется, что довольно успешно. То есть тебе это нравится? Мне это очень нравится, да, это самое главное. То есть есть, да, поговорка, что ты не будешь работать ни один день. Я не знаю, что там случилось, там какая-то штучка, которая валяется на дороге и не дает нам проехать, и что-то пикает, извиняюсь. Но это бывает. То есть говорят же, ни один день не будешь работать, если занимаешься любимым делом, да? Ну, так говорят. Ну, я думаю, что это не совсем так, работать тебе все-таки придется, и не всегда ты хочешь работать, но во всяком случае, действительно, это не то, что нам сюда, да? Или туда? Следующий, если будет прям. Это не то, что вот, многие люди, к сожалению, значит, им нужно работать для того, чтобы платить по счетам, как и всем. И эта работа в тягость, да, то есть она им не нравится, но они не могут уйти. К великому счастью, мне повезло, и я делаю то, что откуда мне уйти не хочется. Я делаю это с удовольствием, я делаю это с хорошим настроением. И я думаю, дай бог, чтобы так оно и продолжалось. Какие у тебя планы на будущее? Ой-ой-ой, совсем серьезный вопрос. Ну, я думал, мы тут пошутим, что-то побалагурим, а ты прям перевел в такое. Но вопросы хорошие, да. Планов куча на самом деле. Реально очень много планов. Я, наверное, не хочу и не могу всех о них поговорить. Во-первых, не хватит, наверное, часа рассказывать. Действительно много планов. Чем больше ты занимаешься бизнесом, вот это прелесть бизнеса, да, чем больше ты занимаешься бизнесом, тем больше у тебя открывается возможностей, тем больше ты можешь делать. И ты просто иной раз задумываешься, почему до этого такого не происходило, почему ты это все не видел, это тебе не открывалось, а тут вот так вот прямо, такие какие-то прям вот космические, с одной стороны, проекты, которые в прошлом тебе казались никогда недосягаемыми, сейчас кажутся вполне можно их осилить. Ну, давай по порядку. Значит, первое, я скажу так. Первое, что у меня на уме, это, конечно же, выйти на уровень более высокий моего бизнеса, real estate бизнеса, это бизнеса недвижимости, начать больше работать с инвесторами. Мне очень нравится работать с инвесторами. Во-первых, это умные люди, скажу тебе так. То есть, опять же, все, кто покупают дом на самом деле или пытаются его купить в Канаде, мне кажется, они уже заслуживают. Куда мне встать? Да, вот сюда встать. Совершенно верно. Они уже заслуживают, значит, уважения, потому что они стремятся к тому, чтобы у них было свое жилье, и они правильно делают. Теперь, есть просто люди, которые хотят купить собственный дом, чтобы у них было собственное жилье, чтобы они просто не выкидывали деньги, да, и это очень похвально. Но есть еще и другие, которые уже перешли на уровень другой, и они не только хотят купить, значит, просто дом, да, а они хотят разбогатеть. В хорошем смысле этого слова, они хотят стать финансово независимыми. И они очень интересны, эти люди. С ними очень интересно, во-первых, просто дружить, общаться, делать бизнес. Многому можно от них научиться, действительно многому. И это те люди, с которыми я хочу продолжать идти, шагать в ногу, где-то догонять их, может где-то перегонять кого-то. Опять же, не в компетишене здесь дело, это просто natural course, это так вообще происходит. Но в общем и целом я очень рад, что мне
прям даже не приходится, а посчастливилось с этими людьми встречаться. Я с ними всегда все время встречаюсь, мы поддерживаем отношения, мы развлекаемся вместе, у меня появились какие-то хобби, которые до сих пор я, может быть, и думал о них, но, во-первых, не было времени их попробовать, во-вторых, нужен человек, который тебя, скажем так, ведет в курс дела. Мне так больше нравится, чем ты все один да один. А у грузин есть поговорка, а я из Грузии, да, из Тбилиси, я это говорил. Из грузин есть поговорка «Каци чамашет содо», «Марту каци чамашет содо». То есть один человек, даже когда он кушает, его жалко. Типа даже твои нужды, когда ты... еда это нужда, да, то есть ты должен есть, человек должен есть. Но даже если это ты делаешь один, то это не очень хорошо. И я, наверное, согласен с этой поговоркой, она довольно прикольная. Я, наверное, еще добавлю, что у меня 2 детей. К чему я это добавлю? Естественно, у меня есть супруга, замечательная, которая меня во всем поддерживает, которую я очень люблю и дорожу ей. У меня еще 2 детей. Канада очень хорошая страна для детей, на мой взгляд. Но не так, что вот просто вот ты приехал в Канаду с детьми, и все у них хорошо. Нет, конечно, нет. Для этого нужно приложить тоже усилия, как и везде, в любой стране. Но в Канаде все твои семена, если они правильно посажены, если ты хорошо ухаживаешь за землей, они обязательно вырастут в хорошие деревья даже и дадут плоды. Теперь, почему я сказал про семью именно в данный конкретный момент, потому что мой круг общения с этими людьми, он предполагает, что и мой сын будет иметь связи, в хорошем смысле этого слова, что он будет общаться с друзьями, то есть с моими друзьями и с их детьми, да. Это все надо делать сейчас. Это не тогда, когда он вырастет. Когда он вырастет, будет поздно. А сейчас как раз то время, чтобы показать ему пример, наверное, себя и окружающих, вот как, наверное, надо жить. Не знаю, опять же, это все индивидуально, но я это так вижу. Я не претендую на то, что это правильно, у каждого свое понимание жизни, но я так это вижу. Супер, это достойно. Про планы, да, я так смазал про планы. Я скажу, что в первую очередь, конечно, это на real estate, поднять его еще на более высокий уровень, сбивается хорошая команда, небольшая, но очень эффективная. Что касается констракшена, тоже там огромные возможности, там огромное количество людей, которых можно задействовать. И это большая помощь этим людям. Многие из них недавно приехали, многие, может, недавно приехали, но они топчутся на месте. Дать возможность людям проявить себя, работать на благо своей семьи, конечно, и моей семьи, потому что я вкладываю огромные деньги в это все. То есть это не то, что я не хочу основывать бизнес на том, что я работодатель, я кому-то даю работу, и ты должен на меня впахивать. Я хочу основать бизнес все-таки чуть-чуть более с партнерскими отношениями, скажем так, даже с людьми, которые работают у меня и на меня. Чтобы им было интересно со мной работать, чтобы у них были перспективы, чтобы они не чувствовали, что они попали, куда-то, где они до конца своих дней будут горбатиться и ничего не будут, и белого света не будут видеть. И за определенную зарплату или за какие-то повышения. Опять же, это мое видение. Мы поживем, увидим, как оно сработает. До сих пор я, в принципе, доволен. Опять же, судьба благоволит мне. И мне встречаются очень хорошие ребята, работники. Они уже моложе, потому что мне 46 лет. Но у нас нету никакого барьера при общении ни по возрастной категории, то есть не чувствуется возраст, слава богу, пока еще, и мы находим прекрасный общий язык и служим общему делу, нашим семьям, нашей стране, где мы живем, потому что теперь наша страна Канада, и я думаю, что она будет уже до конца нашей страной. Мы не собираемся никуда в ближайшее время навсегда переезжать. Мы, возможно, будем как-то
растягивать ресурсы и, может быть, инвестировать в США. Мне США очень нравится. Но в общем и целом все равно наша база, наша Канада, она еще надолго будет нашей основной базой, нашей headquarters, да, как, я не знаю, как главным офисом, главным домом. Главным домом будет Канада, конечно. Здорово. Вот, в принципе, и все, наверное. Я думаю, что слишком большой фокус на меня и слишком мало мы поговорили вообще о делах. А что касается YouTube, да, и почему мы затеяли эту затею, спасибо тебе, что теперь можно ее осуществить. Затея была давно, и было большое желание. YouTube контента очень много. Многие очень делают это. И делают довольно неплохо, довольно интересно. Но, не знаю, как мне видится, все-таки очень немногие, во-первых, столько путешествуют по Канаде, сколько я. Немногим это позволяет, все-таки жизнь есть жизнь, да, в свои коллективы входит. То есть я не профессиональный ютубер, и возможно, я никогда не стану. Все, что я делаю в social media, в социальных сетях, или так или иначе сейчас будет на YouTube или вообще, да, оно, конечно, на 95%, скажу так, 5% оставлю для своего удовольствия, потому что мне уже это начало доставлять удовольствие. Слишком долго я этим занимаюсь уже. А 95%, значит, это я делаю, потому что оно помогает моему бизнесу, очень сильно помогает. И очень много хорошего оттуда, значит, я подчерпал. Вот с такого общения с людьми, которое безграничное фактически, нету границ, стираются границы. Вот. Я очень хочу, чтобы, еще раз говорю, с Божьей и твоей помощью мы сделали очень интересный, веселый, непринужденный такой канал. Разговаривать будем о разном, и о моей работе, и о работе других ребят, и в коллаборации какие-то будем делать. Но самое главное, что это будет интересно слушать. Наверное, что самое главное для меня, чтобы это было интересно слушать, чтобы это было где-то полезно, чтобы это все-таки позволить себе просто развлекаться немногие могут. И я считаю, что моя аудитория, все-таки я очень бы хотел, чтобы она была та аудитория как раз, когда значит, это люди, которые какая-то информация им будет нужна, и, то есть она будет полезна им. Вот, это очень важно для меня. Ну и плюс, чтобы это было весело, чтобы не было вот этого, как сказать, нудного гурама не было. Надо постараться. Опять же, я не актер. Я реально не актер, и было время, когда я даже фотографироваться, жена не даст соврать, фотографироваться не любил. А сейчас вроде лучше. И вот я хочу, чтобы было еще лучше. Как-то так. Это здорово. Это звучит как хороший план. Спасибо. Спасибо, Саша. Я думаю, что на этой ноте мы сегодняшний, с твоего позволения, так, introduction, да, или сегодняшнее наше знакомство, которое продолжается фактически, оно началось, когда я только открыл своими силами YouTube канал, можно завершить. И я думаю, мы будем стараться, значит, 2 раза в неделю по возможности делать видео о чем-то, о какой-то теме, как-то его структуризировать. Иногда это будет профессиональная моя деятельность, иногда это будет что-то другое. А потом, иногда будет ваше пожелание, можно и так сделать, чтобы, может быть, вам что-то интересно. Но в любом случае, мы посмотрим, как это все пойдет. Дело упирается еще и в том, что мы довольно заняты, что очень хорошо. Ну, окей. И это тоже хорошее дело. Денег мы получать долго не будем с YouTube, хотя надежда тоже есть, как бы. Но не это цель. Цель все-таки, конечно же, чтобы аудитория получала какую-то информацию, чтобы было интересно. И, возможно, какой-то бизнес, какие-то новые знакомства, новые коннекшены. Вот это цель. Цели ясны, прицел или как там, курок взведен. Курок заведен. Хорошо. Наши цели ясны. За работу, товарищи. Спасибо большое.
И всем хорошего настроения. С Богом. Спасибо.